Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущая этого канала, я ведический астролог. И это видео — это прогноз на 2026 год для восходящих лунных рыб. Мои дорогие друзья, если вы смотрите прогнозы на этом канале, то прошу вас обратить внимание на то, что я ведический астролог, и все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии. И если вы хотите, чтобы этот прогноз у вас работал, то, пожалуйста, послушайте внимательно эту информацию. Для того, чтобы узнать ваш восходящий знак или асцендент по ведической астрологии, вам нужно пройти по ссылке, которая у вас сейчас появится в правом верхнем углу, и построить свой гороскоп в ведическом стиле. Если вы знаете точное время своего рождения, то вы легко узнаете свой восходящий знак. Если точное время своего рождения вы не знаете, то в таком случае можете посмотреть знак зодиака своей Луны в момент вашего рождения, и для знака Луны прогнозы тоже отлично работают. Но если вы знаете и восходящий знак, и знак Луны, то в таком случае просто смотрите прогнозы для восходящего в первую очередь знака и для знака Луны дополнительно. Оба прогноза в такой синергии будут у вас очень хорошо работать, вы будете понимать все главные тенденции для вас. И ссылка на эту видеоинструкцию будет в описании, в комментариях к этому видео. В описании, в комментариях к этому видео будет ссылка на мой сайт, где можно записаться на обучение по ведической астрологии, либо на составление личного гороскопа. В феврале будет второй поток курса «Глубина Чарадаша» для ведических астрологов. Первый поток у нас уже заканчивается в январе, и курс очень классный, я вам рекомендую. Дорогие мои ведические астрологи, если вы не изучали эту тему, либо хотели бы в ней подробнее разобраться. Ну и теперь давайте говорить о том, что же ожидает рыб в 2026 году. На этом слайде, и слайдов у нас будет несколько, в зависимости от того, как планеты будут менять свое положение, на этом слайде вы видите положение планет на 1 января 2026 года. Крупных планет Сатурна, Раху, Кету и Юпитера, потому что они формируют длительную тенденцию, длительный фокус. Марс, Венера, Солнце, Меркурий — эти транзиты я обозреваю ежемесячно, это наша ежемесячная рутина. Те действия, которые мы совершаем для достижения наших глобальных целей, описанных Сатурном, Раху, Кету и Юпитером. И эта картинка, которая у нас есть на 1 января, она не сформировалась 1 января, она сформировалась немножко раньше. И сейчас я буду вам рассказывать о том, когда же она сформировалась и что это означает. Начнем мы с Сатурна. Сатурн зашел в ваш первый дом гороскопа в начале 2025 года, весной 2025 года. И транзит Сатурна по одному знаку, по одному дому гороскопа 2,5 года примерно составляет, не учитывая там периоды ретроградности. И в середине 2027 года Сатурн выйдет из вашего первого дома гороскопа, но потом еще будет возвращаться в ретроградном движении обратно. То есть, по сути, 26-27 год, можно сказать, Сатурн еще ваш первый дом гороскопа особо не покинет. И что это за тенденция? Ну, для рыб особо не сильно заметная тенденция, потому что Раху до этого шел по вашему первому дому гороскопа, а Сатурн шел по 12-му дому гороскопа. И в 2025 году они поменялись местами. Раху ушел в ваш 12-й дом гороскопа, а Сатурн зашел в ваш первый дом гороскопа. Сатурн — планета ограничений, дисциплины, планета труда, планета депрессий тоже, в том числе, можно сказать, планета старости, планета каких-то препятствий. И он заходит в ваш первый дом гороскопа, зашел в ваш первый дом гороскопа после того, как по первому дому гороскопа шел Раху, планета иллюзий, заблуждений, планета, которая дает сильное желание. То есть Сатурн наводит порядок после того, как там прошелся Раху. Первый дом — это дом нашего тела. Первый дом — это дом нашей личности, дом нашего здоровья, имиджа, репутации. И когда шел по первому дому гороскопа Раху, он мог давать какие-то сильные желания, связанные с нашим телом, желание свободы, желание, возможно, заниматься саморазвитием, либо желание больше кушать, больше употреблять чего-то. Раху очень сильно может давать в первом доме гороскопа стремление к тому, чтобы перетягивать одеяло на себя, все себе, исполнять свои желания, исполнять свои хотелки. А Сатурн заходит в первый дом гороскопа и говорит: стоп,
Давай-ка теперь посмотрим, что мы там за 1,5 года наделали со своим телом. Где какие-то появились лишние килограммы, где какие-то появились лишние привычки, где появились какие-то лишние во внешности надстройки, которые мы себе там придумали. Давай разбираться, давай наводить порядок. То есть транзит Сатурна по первому дому гороскопа может давать снижение веса, может давать введение какой-то дисциплины, которую вы можете вводить сами для своего тела, то есть какие-то ограничения для тела, которые вы можете там добровольно, недобровольно принимать на себя, что я буду заниматься спортом. Сатурн дает немножко такое желание испытать себя, испытать свой организм на прочность. Может быть, какое-то закаливание, может быть, какой-то сон в холодной комнате, может быть, еще какие-то способы самодисциплины. Это и тренировки, это и какие-то аскезы, это какие-то вот обязательства, которые мы на себя берем. То есть все в таком роде. Вообще, когда Сатурн заходит в первый дом гороскопа, вы можете почувствовать, как будто бы вся тяжесть этого мира легла на ваши плечи. И то, что было раньше, казалось, допустим, каким-то веселым или каким-то забавным, то сейчас может таким не казаться. То есть Сатурн, заходя в первый дом гороскопа, это транзит взросления, очень серьезный транзит взросления, когда мы становимся более взрослыми, более ответственными, понимаем какие-то вещи, которые раньше не понимали, и начинаем по-другому смотреть на мир. То есть очень серьезные изменения могут происходить с точки зрения вашего здоровья, вашего тела, вашей выносливости, ваших привычек, вашего образа жизни, распорядка и всего, что с этим связано. Сатурн у нас создает несколько тенденций, помимо транзита по первому дому гороскопа, у Сатурна есть еще аспекты. И Сатурн аспектирует третий дом гороскопа, дом собственных усилий. Поэтому этот транзит Сатурна, он на то, что мы можем прикладывать в данном периоде много собственных усилий. И эти собственные усилия могут быть направлены на то, чтобы заниматься документами, оформлять документы, переоформлять документы, на то, чтобы как-то дисциплинировать себя, допустим, в поездках. Может быть, даже могут происходить в вашей жизни какие-то короткие, но длительные поездки. Короткие — это на короткий срок, но на дальнее расстояние, допустим. Помимо этого, налаживание отношений, либо необходимость разобраться в дружбе с соседями, может быть даже друзей как-то может стать меньше в вашей жизни, но остаются только там самые надежные, самые правильные, самые близкие вам. Какая-то своеобразная чистка окружения по этому транзиту Сатурна будет происходить. Причем, что интересно, что Сатурн в этом транзите контролирует все 3 дома, связанные с общением. Третий дом гороскопа — это друзья, братья, сестры, ближний круг общения. Седьмой дом гороскопа, на который смотрит Сатурн, это партнеры по браку, личной жизни, партнеры по бизнесу, партнеры по команде, однокурсники, одногруппники и все такие люди, которые с нами в команде, с которыми у нас есть какая-то общая цель. И 11-й дом гороскопа еще, потому что Сатурн управляет 11-м домом гороскопа. И 11-й дом гороскопа — это дом гороскопа, в котором находятся такие люди, которые нам знакомы как сообщество по интересам, либо дальние какие-то друзья, которые от нас на расстоянии находятся, либо с которыми мы реже видимся. И все это под влиянием Сатурна, планета ограничений, планета дисциплины. То есть 2,5 года транзита Сатурна по первому дому гороскопа может быть таким серьезным изменением в кругах общения с теми людьми, с которыми вы обычно много общались. Могут уходить люди из вашей жизни, может происходить своеобразная чистка окружения по всем фронтам, по всем людям, с которыми вы общаетесь. В том числе бизнес-партнеры, партнеры по браку, личной жизни. Тоже это время наведения порядка, то, что не работает, нужно исправлять. И
Партнеры по бизнесу, то есть если, допустим, у вас там бизнес, где там 5 партнеров, может остаться только 2, но те, которые серьезно настроены работать. И какие-то сообщества, в которых вы состоите. Например, были вы, не знаю, в каком-то составе учредителей, можете из таких групп людей выходить. То есть Сатурн очень серьезно контролирует все общение, все коммуникации, и нужно тщательно следить за тем, что вы говорите, тщательно контролировать переписки, тщательно контролировать ваши поездки, в том числе не лихачить, потому что Сатурн будет создавать тенденцию какого-то ограничения тоже в том числе в поездках. И, например, если вы водили автомобиль или водите автомобиль, вы можете либо меньше водить автомобиль, либо это будут какие-то более серьезные автомобили, допустим, пересесть на какой-то транспорт, который более тяжелый, более а, старый даже в том числе, но скорее такой более тяжелый, более предназначенный для работы, для каких-то дел. Этот транзит Сатурна, конечно, у рыб на длительные дальние поездки, в том числе на то, что вы можете отправляться в какие-то дальние поездки, на то, что вы можете далеко уезжать из дома на какой-то промежуток времени, и на то, что вы можете из дома уезжать, в том числе не только по делам, но по делам у вас тут прям Сатурн шел по 12-му дому гороскопа. Теперь Сатурн идет по первому дому гороскопа, поездок деловых тоже может быть много, но при этом, кстати, у вас есть такая одна тенденция, которая с сменой Сатурном и Раху положения может быть в лучшую сторону, потому что Сатурн шел 2,5 года по 12-му дому гороскопа и ограничивал рыб в дальних поездках, либо это поездки дальние могли быть по необходимости. А когда Раху зашел в 12-й дом гороскопа, а Сатурн отсюда вышел, может быть такое, что вы почувствовали, если для вас, допустим, была закрыта граница, если вам, например, не выдавали визу, если у вас были какие-то ограничения в перемещениях, то вот эта смена Сатурна и Раху, она прям открывает границы и дает возможность выехать за границу, поехать в какое-то путешествие, поехать в какую-то другую страну. То есть это однозначно вот с этой точки зрения улучшающая позиция. Как я уже сказала, аспект Сатурна на 3-й дом гороскопа — это аспект на то, чтобы наводить порядок в документах, в контактах, в коммуникациях, в поездках, в общении с соседями, с друзьями, с братьями и сестрами, развивать свои навыки. То есть какие-то новые навыки тоже могут быть у вас. И эти навыки тут, конечно, мы не можем определить, какого характера, но однозначно развитие новых навыков и работа над собой тоже у рыб очень может быть. По аспекту Сатурна на 7-й дом гороскопа, на дом партнерства, брака и личной жизни могут быть периоды длительных разлук с партнером, либо если вы не в отношениях, то это такие транзиты на то, чтобы познакомиться где-то в поездке, либо познакомиться с человеком из другого города, с другой страны. И это могут быть дистанционные отношения. Есть еще один аспект Сатурна, это аспект Сатурна на 10-й дом гороскопа. И аспект Сатурна на 10-й дом гороскопа — это аспект на то, чтобы поменять в эти 2,5 года работу, либо поменять статус. И с точки зрения работы, очень многие рыбы, если вы не занимались бизнесом, у вас не было какого-то своего дела, вы работали в найме, то вот даже не 2,5 года, когда Сатурн идет по 1-му дому гороскопа, а 1,5 года, когда Раху и Кету идут по 6-му, 12-му дому гороскопа, это транзиты на то, чтобы открыть свой бизнес, уйти в свой бизнес. Но не только открыть свой бизнес, уйти в свой бизнес. Может быть такое просто уйти с работы. Просто уйти с работы в какое-то свободное плавание, во фриланс, в какие-то такие, знаете, как бы не хочу в найме быть. Не просто с работы, а не хочу быть в найме. Может быть, у кого-то просто не хочу работать, у кого-то не хочу работать в найме, у кого-то хочу работать от случая к случаю. То есть какое-то отстранение от работы у нас обещано и Кету, который находится в 6-м доме гороскопа, и аспектом Сатурна на 10-й дом гороскопа. И если рыбы работали в найме, то 1,5 года на то, что
до ноября 2026 года на то, что рыбы могут уйти из найма, могут уйти в какое-то свободное плавание, где-то подрабатывать, где-то, может быть, от случая к случаю, а где-то и свой бизнес открыть. Сатурн аспектом на 10-й дом гороскопа замораживает, затормаживает процессы в работе, как и Кету. И может быть какой-то медленный рост. То есть вы можете почувствовать, что раньше там было хорошо, было легко и просто там все выстреливало, а сейчас процессы замедлились. Либо вы, может быть, работаете над чем-то долгосрочным, создаете что-то долгосрочное, какой-то проект или какую-то задачу, которая перед вами стоит, которую нужно очень долго, тщательно продумывать, очень долго, тщательно реализовывать. То есть какая-то глобальная задумка, глобальная цель. Раку в 12-м доме гороскопа, как я уже сказала, дает возможность на какие-то зарубежные путешествия, но также и дает сильное желание что-то поменять в том месте, где вы живете. Может быть, поменять машину, может быть, поменять квартиру, переехать. Раху может давать желание заниматься землей и всем, что связано с землей. Заниматься, например, выращиванием цветов, выращиванием растений, садоводничеством, огородничеством, выращиванием животных каких-то домашних, быть ближе к земле. У вас еще транзит Юпитера по 4-му дому гороскопа. Заниматься строительством, может быть. То есть кто-то из рыб займется стройкой, кто-то купит землю, кто-то будет просто наводить порядок дома, на участке или какие-то такие истории. Раху может означать в 12-м доме гороскопа, что к вам могут приезжать какие-то иностранцы, могут чаще ходить различные люди, которые, знаете, вот там звонят в дверь и начинают там просить, приглашать, что-то такое. То есть закрывайте свои двери, так как различные чужаки будут пытаться проникнуть к вам в жилье. И в машину точно так же, кстати, и машину тоже, там, чтобы сигнализация стояла, чтобы все работало у вас как положено, потому что как будто бы чужие пытаются проникнуть к вам в жилье, либо проникнуть к вам в автомобиль. Такая тоже тенденция. И Раху на 4-й дом гороскопа может немножко драконить наше внутреннее ощущение счастья, наше психологическое состояние. То есть разобраться с психологическим настроем тоже может быть, было бы неплохо. Может вас увлечь психология, какие-то направления по психологии, либо какие-то уроки по психологии, все в таком роде. По 7-му дому гороскопа я вот еще мало так сказала про 7-й дом гороскопа, про аспект Сатурна на 7-й дом гороскопа. Могут вмешиваться какие-то люди в ваши отношения, наподобие друзей, наподобие старших братьев и сестер ваших партнеров, которые могут давать советы непрошенные, которые вам не нравятся. Ну, либо друзья ваших партнеров могут вмешиваться в ваши отношения. То есть ваши партнеры могут больше проводить время с друзьями, либо если они там давно с друзьями не виделись, они начинают больше встречаться с друзьями, как бы, и вы можете чувствовать от этого какое-то неудовлетворение, что вот ваши партнеры уделяют внимание друзьям. Когда Сатурн аспектирует 7-й дом гороскопа, это всегда 2,5 года такой проверки отношений на прочность, проверки отношений на то, действительно ли мы все хорошо в этих отношениях делаем, действительно ли мы одна команда, поэтому вы можете почувствовать какой-то вот холодок в отношениях, либо какие-то могут возникать препятствия, которые вам нужно вместе преодолевать, и от этого сплочаться как команда еще сильнее. Но если у вас есть и бизнес, точно так же и бизнес-партнер, либо клиенты точно так же могут уходить какие-то, если у вас есть клиенты, и остаются только самые надежные рядом с вами, только те, которые вот проверенные временем. То есть в любом случае Сатурн очень сильно чистит людей в вашем окружении, как бы убирает ненужных, убирает неискренних, убирает тех, кто вам, грубо говоря, не полезен. Про Кету еще хочется немножко слов сказать. Кету в 6-м доме гороскопа, помимо того, что вот есть какое-то отстранение от работы, Кету может давать еще работу, связанную с тайнами. Какие-то тайны могут проявляться в работе, либо вы скрываете какую-то часть своей работы, либо что вы там делаете. Кто-то может скрывать, что у него есть долги, либо может погашать. Кету отрезает, получается, у нас врагов, долги, болезни, грубо говоря. Либо враги, если есть, то они могут быть скрытыми
те, которые там себя не проявляют, но действуют из-под тишка. Но кету может помогать разобраться с кредитными вопросами. Кету может помогать разобраться с вопросами, когда вот заканчивается лечение, заканчивается какая-то реабилитация, заканчиваются какие-то кредиты большие, крупные. То есть эти транзиты могут помогать закрыть такие вопросы. Теперь хочется поговорить про Юпитер. Юпитер — главный спонсор нестабильности, турбулентности, и для вас Юпитер управляет первым и 10-м домом гороскопа, и в последнее время Юпитер очень нестабилен с точки зрения своего движения. Об этом я буду дальше рассказывать, но тенденция, которую вы сейчас видите на экране, она у нас повторная. Первый раз Юпитер зашел в ваш 4-й дом гороскопа за последние годы, это в начале 2025 года, и он шел по вашему 4-му дому гороскопа до октября. И что здесь Юпитер говорит? Юпитер говорит так: я хочу каким-то образом реализоваться в 4-м доме гороскопа. То есть я много общаюсь с мамой, либо я сижу дома, либо я много путешествую, либо я занимаюсь уютом, обустройством домашним, расширяю свою недвижимость, расширяю свой автопарк. Это направленность наша на то, чтобы посидеть дома, побыть дома, заняться вот этим 4-м домом внутреннего ощущения счастья, недвижимостью, транспортом, отношениями с мамой. Но Юпитер в этом положении дает и какой-то оптимизм, потому что 4-й дом — это дом внутреннего счастья, какой-то оптимизм, какие-то оптимистичные видения. И при том, что Юпитер у нас в 4-м доме гороскопа и Раху в 12-м доме гороскопа — это такие транзиты на поездки, на путешествия, на длительные отъезды из дома и на то, что наша работа может перемещаться домой, либо может быть меняться какой-то рабочий офис, либо мы просто берем работу и делаем ее дома, либо мы получаем какой-то статус, связанный с местом жительства, с транспортом, либо мы какое-то время проживаем не дома. Условно говоря, в казенном жилье. Это гостиница, это какое-то арендное жилье, это как в гостях где-то, то есть побыть не дома, пожить не дома. Но при этом и работу с собой куда-то можно увезти. И этот транзит Юпитера у нас был до октября 2025 года, потом Юпитер ушел, может быть, вы там задумки какие-то начали осуществлять, связанные с 4-м домом гороскопа, может быть, вы начали что-то делать, связанное с покупкой земли, с расширением места жительства, то есть, может быть, пристройку какую-то или что-то в этом роде. Но, может, вы там что-то не доделали. Может быть, вы сделали и вас не очень удовлетворил результат, потому что Юпитер очень быстро вышел из вашего 4-го дома гороскопа, и этими результатами мы не особо успеваем насладиться, либо не особо успеваем доделать. А сейчас этот транзит повторный на то, чтобы завершить такие дела. То есть, если у вас что-то в 2025 году осталось недоделанное, связанное с недвижимостью, с транспортом, с поездками, с переездами, с отношениями с мамой, с получением статуса по месту жительства, транспорту, то сейчас до июня 2026 года это период доделывать. Доделывать, получать статус, менять жилье, отправляться в какую-то поездку, менять машину, расширять жилплощадь и все в таком роде. Но и поездки какие-то срочные, какие-то внезапные, какие-то незапланированные, либо какие-то такие, которые для вас как снег на голову свалились, тоже тут могут быть. Либо быстро, внезапно продать машину, либо быстро, внезапно продать квартиру. Все в таком роде может быть по этому транзиту Юпитера. В этом промежутке времени у нас будет два затмения. Солнечное затмение в вашем 12-м доме гороскопа, и 3 марта будет лунное затмение в вашем 6-м доме гороскопа. По затмениям я обычно снимаю отдельное видео. И, конечно, на всех затмения одинаково не влияют, потому что все зависит от градусов, в которых находятся планеты в вашем личном гороскопе. Но в целом солнечное затмение в 12-м доме гороскопа может давать какие-то поездки, переезды, период какой-то изоляции, посещение каких-то закрытых организаций,
А лунное затмение в шестом доме — это перемены в работе, перемены в кредитах, в лечении, в спорте, в судебных вопросах, в таких делах. Перемены в сфере домашних питомцев точно так же. Следующий транзит с 1 июня 2026 года по 31 октября 2026 года у нас поменяет свое положение Юпитер. И Юпитер, опять же, повторно будет в таком положении, потому что Юпитер в таком положении был с октября 2025 года по декабрь 2025 года. И с октября по декабрь 2025 года тоже, может быть, у вас что-то осталось недоделанным, тоже, может быть, у вас что-то осталось незавершенным. Либо вы начали подходить к этому вопросу, и потом ваши мысли были переключены на какие-то другие вопросы. Сейчас эта тенденция может повториться. Юпитер в пятом доме гороскопа — это какие-то кардинальные перемены в работе, могут быть в статусе, либо какой-то перерыв в работе, какой-то отпуск от работы, отдых от работы. В целом это много общения с детьми, зачатие, рождение ребенка, беременность, создание какого-то продукта, проекта, какая-то радость в том числе, какое-то счастье в том числе, потому что управитель всего гороскопа очень сильно укреплен, идет по пятому дому, дому детей, дому творчества, дому влюбленности. Влюбленности, кстати, тоже могут быть какие-то романы. И Юпитер в этом положении создает комбинацию на прохождение еще какого-то обучения, связанного с работой. То есть, может, вас отправят на курсы, может быть, вы сами захотите пойти в институт, пойти на какую-то переподготовку, переквалификацию. Но в этот же период Юпитер аспектирует и первый дом гороскопа, он как бы может снижать вот это вот негативное влияние Сатурна, но давать опять рост тела, то есть поднабрать вес точно так же, сорваться, может быть, допустим, если вы будете как-то очень дисциплинированы, в этот период может срываться ваша дисциплина, и вы начинаете опять пускаться во все тяжкие. Из хорошего есть аспект Юпитера на 11 дом гороскопа, на дом наград, дом достижений, дом друзей, в том числе сообществ. То есть в этот период времени вы можете почувствовать, что вот появляются новые люди какие-то в вашей жизни, какие-то новые знакомства, и по общению становится немножко получше, чем было до этого, допустим. То есть вы больше общаетесь, и больше новых людей в вашем окружении каких-то появляется. Но новое обучение, новое общение, новые какие-то, может быть, знания, новые какие-то философские, религиозные взгляды тоже могут быть по этому транзиту. И получение нового статуса, потому что Юпитер у нас управляет 10-м домом, аспектирует первый дом, получение нового статуса вами. То есть, может быть, какие-то документы поменять, может быть, просто вы, допустим, стали родителями, либо женились, либо еще каким-то образом у вас появляется новый статус. В этом промежутке времени у нас будет два затмения. Одно затмение у нас будет солнечное затмение в вашем пятом доме гороскопа, вот как раз на Юпитере, и Юпитер управитель всего вашего гороскопа, поэтому опять же могут быть какие-то перемены и в здоровье, и во внешности из-за этого затмения в первом доме гороскопа, но также это события, связанные с детьми, деторождением, с проектами, с творчеством, с обучением, с влюбленностями, с какими-то подарками. А 28 августа будет лунное затмение в вашем 12-м доме гороскопа, которое опять же отправляет вот в этот 12-й дом гороскопа, дом зарубежных путешествий, дом уединения, дом поездок, переездов. И, может быть, какая-то поездка, либо какое-то посещение, опять же, закрытой организации тоже в этот промежуток времени. С 31 октября по 25 ноября будет такой коротенький транзит, но для вас он тоже очень важный, потому что Кету и Юпитер соединятся в вашем шестом доме гороскопа, то есть Юпитер зайдет 31 октября в ваш шестой дом гороскопа, а Кету еще не успеет выйти, и они там соединятся. Для вас это важно, потому что Юпитер — это управитель всего вашего гороскопа, то есть планета, которая отвечает за ваше здоровье, а Кету — это все-таки планета, которая у нас отвечает за все тайное, скрытое, за какие-то ограничения в том числе. Поэтому в этот промежуток времени больше всего нужно быть внимательнее к здоровью. Обычно может быть там какой-то зажимы, грыжи, неудобно посидели. Кету, он может давать вот такие вот состояния по здоровью, поэтому в шестом доме, тем более здоровье, вернее, в шестом доме, который у нас отвечает за лечение. Поэтому в этом промежутке времени быть внимательнее к здоровью, не заниматься высокорисковыми какими-то видами деятельности, экстремальными видами спорта.
чем-то таким. И могут быть какие-то странности со статусом, то есть получили какой-то статус, который вы скрываете и который вы никому не раскрываете, никому не рассказываете, то, что происходит в вашей жизни. То есть могут быть какие-то тайны, связанные со статусом, и тайны, связанные с вашей личностью. Но эта тенденция ненадолго. Получается, что Юпитер зайдет 31 октября в ваш шестой дом гороскопа, а 25 ноября Кету зайдет в ваш пятый дом гороскопа, а Раху зайдет в ваш 11 дом гороскопа. И такое положение Кету и Раху у нас будет на 1,5 года. На 1,5 года Кету и Раху меняют ось и заходят в ваш пятый, 11 дом гороскопа. Ну, сначала про Кету и Раху. Во-первых, снижается вот это вот ограничивающее влияние Сатурна. Раху заходит в 11 дом, который у нас отвечает за различные сообщества, за награды, за достижения, за общение с такими людьми, которые для нас как покровители, такие людьми, как друзья, такие, ну, не близкие, а больше новых знакомств. Раху — это планета сильных желаний, планета иллюзий, поэтому может быть желание достичь какой-то цели. Вообще, Раху в 11 доме гороскопа — это такая постановка целей. Постановка длительных целей, постановка каких-то целей, которые мы будем долго исполнять. И в этот период времени, когда Раху будет идти по 11 дому гороскопа, вы действительно можете исполнить какие-то свои желания, либо получить что-то невероятное, получить какие-то крупные подарки, либо получить какую-то реализацию своей давней мечты, либо у вас, может быть, появится какая-то сильная глобальная мечта. И к этой мечте, к этой цели вы будете стремиться. Растут коллективы, в которых вы находитесь, в которые вы вливаетесь. Но это не ближний круг общения, это не соседи, не братья, сестры там младшие, это не ваши тесные знакомства. Это люди, это люди, с которыми мы объединены в какие-то коллективы по интересам. Например, вы ходите на хоровое пение, и люди, которые с вами в одном хоре, это вот ваши по 11 дому гороскопа знакомые. Например, вы пошли заниматься спортом, и люди в 11 доме гороскопа — это люди, которые вместе с вами ходят на тренировки. То есть, по сути, это как бы чужие люди, с которыми мы временно объединяемся для какой-то цели. Это не ближний круг общения. Но, однако, растут вот такие круги общения. Если вы ведете социальные сети и почувствовали за последние годы какое-то тотальное снижение количества подписчиков в социальных сетях, то этот транзит на 1,5 года может очень сильно увеличить количество подписчиков в ваших социальных сетях. То есть рост людей в вашей жизни, с которыми вы не очень близко знакомы. Помимо этого, Раху у нас будет создавать такие тенденции на получение иностранных документов, на короткие поездки и на общение с иностранцами. Раху у нас аспектирует 3-й дом гороскопа, дом документов, поездок, коммуникаций, и по 3-му дому гороскопа эти коммуникации, поездки могут у нас становиться связаны с иностранцами, либо с такими людьми. То есть получать документы на иностранном языке, какие-то сертификаты, допустим, сдавать экзамен, чтобы получить сертификат на знание иностранного языка. Или, например, у нас становится работа такая в иностранной компании, и либо же у нас просто появляются там какие-то поставщики, либо какие-то появляются клиенты иностранцы, и мы вот с такими людьми общаемся. Раху в целом, конечно, в вашу жизнь привнесет много новых людей, потому что, несмотря на то, что он идет по 11 дому гороскопа, он будет аспектировать и 3-й, и 7-й дома гороскопа. То есть так или иначе количество новых людей в вашей жизни увеличится, несмотря на влияние Сатурна, но может быть так, что с этими людьми вам друг друга трудно понять. То есть изначально эти люди для вас
чужды по своим взглядам, может быть, это другая религия, может быть, это другой язык, может быть, это другой социальный уровень, что-то в этом роде. 11-й дом — дом наград и достижений, поэтому, возможно, вы будете участвовать в каких-то конкурсах, возможно, вы будете участвовать в каких-то соревнованиях в этот период времени, возможно, вы будете подаваться на какие-то гранты, какую-то помощь, какое-то пособие, что-то в этом роде. То есть в целом такой немножко достигаторский транзит, можно сказать. И этот достигаторский транзит, он будет у вас действовать так, чтобы вот вы получили то, что вы хотите. Кету в 5-м доме гороскопа у нас будет идти эти же 1,5 года, что и Раху. И Кету в 5-м доме гороскопа, он может закрыть тот вопрос, который вас волновал, либо будет волновать 25-й, 26-й, 27-й год, потому что даже 24-й год, потому что, по сути, у нас в 24-м году по 5-му дому гороскопа 2 раза очень длительно шел Марс. 5-й дом — это дом интеллекта, дом каких-то эмоций, впечатлений, дом детей, дом творчества, дом обучения. И поэтому 5-му дому гороскопа 2 раза вот так вот неудачно шел Марс, потому что это знак его падения. Потом здесь вот таким вот образом ездить будет Сатурн. И этот 5-й дом гороскопа постоянно под каким-то влиянием находится очень сильным. И в этом 5-м доме гороскопа одна из самых главных турбулентностей. И получается, что в 2026 году, в конце 2026 года, вот с 25 ноября в 5-й дом гороскопа зайдет Кету, выйдет отсюда Юпитер, и уже сюда Юпитер не будет возвращаться в ваш нет, вру, будет еще возвращаться 1 раз и потом окончательно уйдет. Но Кету как будто бы закрывает какой-то вопрос, связанный с 5-м домом гороскопа. То есть может быть разрешение какого-то вопроса, который волновал вас очень-очень долгое время. И это вопрос, связанный с детьми, вопрос, связанный с учебой. Может быть, кто-то никак не мог закончить институт. Учился, учился, пересдавал экзамены, пересдавал там какие-то сессии постоянно повторные. И все, Кету зашел, там еще 1 раз пересдали и закончили. Занимались каким-то детским вопросом, пытались там что-то сделать, все вопросы, все мысли крутились по поводу какого-то ребенка. Все, Кету зашел в 5-й дом гороскопа, вопрос закрыт. Закрыт, ситуация разрешилась в эти 1,5 года, пока Кету идет по 5-му дому гороскопа. Очень долго там создавали какой-то продукт, доводили его до совершенства, постоянно его как-то модернизировали. Кету зашел в 5-й дом гороскопа, все. Кету создает охлаждение интереса к какой-то сфере жизни, ограничение, отстранение. То есть все. Ребенок наконец-то повзрослел, отправили его в сад. Ребенок наконец-то вырос, отправили его в институт. Продукт наконец-то выпущен, доработан, и вы наконец переключаетесь на какие-то другие сферы жизни. То есть кету может означать завершение какого-то долго тянущегося вопроса, который мог вас очень сильно беспокоить в 2020 с 2024 года, допустим, а может и раньше. Ну и кету, как я уже сказала, он дает какое-то отстранение, ограничение, может сужать, снижать количество общения с детьми, снижать количество учебы, может снижать количество развлечений в вашей жизни, каких-то таких ярких эмоций, когда вы больше погружены не в то, чтобы развлекаться, отдыхать. То есть у вас, может быть, на какое-то время вот этот транзит Юпитера создавал вам возможность по 5-му дому гороскопа расслабиться и отдохнуть, и вы это очень сильно хотели. Но Кету как бы на какое-то время закрывает опять вопрос с тем, чтобы отдыхать, развлекаться, с тем, чтобы куда-то ездить на какие-то мероприятия, посещать какие-то выставки и так далее. Хотя все равно Кету — это планета такая
очень таинственная. Кету иногда дает самые невероятные результаты. И, например, если вы очень долго хотели детей, не могли никак родить ребенка, и тут кету в пятом доме гороскопа раз и рождается намоленный долгожданный ребенок. Кету у нас еще может символизировать молитвы, когда мы очень сильно чего-то просим, и то, что мы просим, мы это получаем. То есть, по сути, можно сказать, что когда кету идет по пятому дому гороскопа, можно очень просить, можно очень хотеть чего-то и молиться, как кто умеет, как кто знает, молиться на получение какого-то результата, и кету может нам это дать, потому что пятый дом это еще дом хорошей кармы, то, что мы заслужили, мы можем получить как вот подарочек из прошлой жизни. Ну и еще один транзит, не менее важный и не менее будоражащий наше сознание. А для вас это очень важно, потому что это управляется всего вашего гороскопа. Это Юпитер. И, как я уже сказала, Юпитер самый главный спонсор турбулентности и неопределенности на 25, 26, 27 год. Почему так? Обычно Юпитер идет около года по одному знаку зодиака, по одному дому гороскопа. И в 24 году, до 24 года Юпитер там шел год по Овну, год по Тельцу практически, вот около года он идет. На те дела, на которые указывает Юпитер, обычно нужно много времени, чтобы это решить, чтобы это сделать. И вы могли почувствовать даже, когда Юпитер шел год по третьему дому гороскопа, для рыб, вот особенно кто ведет социальные сети, это было большое количество новых друзей, контактов, поездок, общения, возможно, оформление каких-то документов. Все сделали, все хорошо, все получилось. Потом Юпитер зашел в начале 2025 года в ваш четвертый дом гороскопа, и вы могли переключить свое внимание на то, чтобы вот я хочу куда-то ездить, вот я хочу там этим заниматься домом, землей. Но эта тенденция ненадолго. Юпитер с весны до октября побыл в вашем четвертом доме гороскопа и выскочил. Выскочил в пятый дом гороскопа. Но для вас в целом транзит по четвертому, по пятому дому гороскопа это все равно транзиты такие на отдых от работы. Но до октября он побыл, выскочил в пятый дом гороскопа, и в пятом доме гороскопа только вы направили фокус своего внимания на решение вопросов пятого дома гороскопа, то есть зачатие, рождение, допустим, создание проектов, отдых, какое-то мероприятие. Не успели здесь раскачаться, потому что 5 декабря Юпитер опять вернулся в ваш четвертый дом гороскопа. И вот, собственно говоря, на начало 2026 года Юпитер в вашем четвертом доме гороскопа на полгода, до июня. Опять мы не успеваем тут нормально сфокусироваться, хотя полгода, в принципе, неплохой срок, но через полгода, 1 июня, Юпитер опять уходит в ваш пятый дом гороскопа. И всего лишь до 31 октября, потому что он выскакивает 31 октября в ваш шестой дом гороскопа. То есть не успеете вы здесь опять заняться этими делами по пятому дому гороскопа, каким-то отдыхом, каким-то творчеством, какими-то вопросами детей, как Юпитер опять уходит. Но опять же, в этот шестой дом гороскопа Юпитер заходит ненадолго, поэтому то, что вы получите как результат по этому шестому дому гороскопа, или вы почувствуете какие-то тенденции, может быть, они вас обрадуют, может быть, не обрадуют, но это все равно ненадолго, потому что Юпитер в феврале вернется опять в ваш пятый дом гороскопа. И только уже в 27 году он выйдет опять в ваш шестой дом гороскопа и пойдет дальше. Но зайдет кету в ноябре, поэтому вопросы по пятому дому гороскопа как-то уже закроются. А вот дальше Юпитер там еще раз зайдет и пойдет уже дальше, как положено, не будет создавать эту такую турбулентность. Что интересно у нас с транзитом по шестому дому гороскопа? Ну, как я уже сказала, это всего лишь с 31 октября до февраля, то есть ненадолго, поэтому для вас на самом деле это очень хорошо. Почему? Потому что идет по шестому дому гороскопа, управитель всего вашего гороскопа. Управитель всего гороскопа — это планета, отвечающая за наше здоровье, за наш имидж, за нашу репутацию, за наше тело, а шестой дом — это дом врагов, долгов, болезней. И плюс Юпитер — это планета расширения, поэтому когда Юпитер идет по шестому дому гороскопа, это тенденция на то, чтобы вовлекаться в темы шестого дома гороскопа, то есть лечиться, заниматься спортом,
искать работу, исправлять ошибки, всем помогать, заниматься какими-то сервисными, рутинными вопросами, вопросами кредитов, судебные вопросы, вопросы какого-то, может быть, домашних питомцев тоже. Но поскольку это ненадолго, то это для вас и хорошо, потому что под таким транзитом может быть больше внимания к здоровью с точки зрения того, что что-то обостряется, либо какие-то вопросы поднимаются, либо, может быть, вы наконец-то находите время для того, чтобы заняться своим здоровьем. И 10-й дом гороскопа, у нас еще Юпитер управляет 10-м домом гороскопа. И тут такая история. Тут история уже в противовес началу 2026 года. Если в начале 2026 года были тенденции на то, чтобы уходить в собственный бизнес, уходить из найма, то здесь получается так, что если у вас собственный бизнес, либо если у вас был бизнес до того, как Юпитер там вас склонял к собственному бизнесу, транзиты в 2026 году склоняли к собственному бизнесу, то все равно вот этот транзит на то, чтобы вернуться в найм. То есть те, кто уйдет в бизнес, могут подумать, что «Мгм, что-то мне не очень нравится этот бизнес. Пойду-ка я обратно в найм». Но в найме тоже может оказаться не очень вам понравится, потому что Юпитер опять выйдет из вашего 6-го дома гороскопа. Но этот транзит Юпитера по 6-му, этот транзит на служении и на работу в служении. То есть, может быть, это найм, это может быть работа в медицине, работа в госструктуре, то есть стать чиновником, стать каким-то председателем, президентом, премьером, еще кем-то. Это такие транзиты на то, чтобы вот пойти в какую-то госструктуру. Либо пойти волонтерить, либо пойти на добровольных началах что-то делать. Вот такие вот транзиты на то, чтобы служить на пользу общества. Это может быть, конечно, для кого-то армия. Для мужчины, например, для парня это может быть армия, это может быть какая-то, ну, допустим, служба в банке. То есть у каждого свое, но смысл одинаковый. Вообще Юпитер в 6-м доме гороскопа увеличивает количество рутины, увеличивает количество сервисных разных процедур, увеличивает количество помощи другим, увеличивает количество занятий, связанных с спортивными мероприятиями, занятий, связанных с домашними животными. То есть, может быть, кто-то захочет пойти волонтерить в какой-нибудь приют для животных. Что-то такое может быть в любом случае, но опять же ненадолго. Ну и не стоит забывать, что идет по 6-му дому гороскопа планета, отвечающая за наше тело. То есть в любом случае вопросы здоровья тоже могут быть. Юпитер здесь аспектирует 10-й дом гороскопа, дом работы и статуса. Он тоже склоняет к тому, чтобы поменять работу, поменять статус. Но это не особо такая на то, чтобы сменить работу, на самом деле тенденция, больше тенденция на то, чтобы улучшить свой статус, избавиться от каких-то препятствий, разобраться с ошибками в работе, разобраться с тем, что мешает вам получить какую-то должность. Например, вы там давно целитесь на какую-то должность, и только сейчас у вас доходят руки до того, чтобы понять, а почему же я не могу получить эту должность, что мне мешает. Здесь еще есть аспект на 12-й дом гороскопа, поэтому в этом транзите, когда Юпитер будет идти по 6-му дому гороскопа, могут быть какие-то поездки, переезды, связанные с получением статуса, либо связанные с работой. Допустим, поехать в другой город поработать, либо сменить город для того, чтобы устроиться на работу, сменить страну, либо просто вот дальние поездки, как командировочный, вахтовый режим работы, такое может быть. И хорошо, что Юпитер аспектирует 2-й дом гороскопа, то есть улучшает ситуацию по деньгам. Вообще даже эти транзиты, когда Юпитер будет идти по 6-му дому гороскопа и Раху будет идти по 11-му дому гороскопа, эти транзиты, они каким-то образом улучшают финансовую ситуацию, расширяют ваши возможности по деньгам. То есть, может быть, разобраться с тем, что вам мешало зарабатывать, либо кто вам мешал зарабатывать, и немножко улучшить свою финансовую ситуацию. Но, опять же,
в феврале 27 года Юпитер опять будет идти по вашему пятому дому гороскопа, то есть будет вас опять возвращать, что ну упахались, наработались, потому что здесь, когда Юпитер пойдет по шестому дому гороскопа, для вас это будет такое очень интенсивное время, когда вы переделаете много дел, вы почувствуете, как вы прям взялись и, ну, просто за большое количество дел все, что вы откладывали, скорее всего, еще такая бывает история, когда все, что вы откладывали, все, что вы прокрастинировали, все, что вы не признавали, что вам нужно этим заниматься, вы как бы наваливаетесь и начинаете все это переделывать. Ну и настолько сильно вы в это вовлечетесь, настолько сильно все переделаете, что потом Юпитер уходит в пятый дом гороскопа в феврале 27 года, и вы опять начинаете отдыхать. Такая рывкообразная деятельность и такое желание поработать, отдохнуть, скорее всего, вот будет в конце, особенно 26 года у вас, да и в 25 год, и 26 год в целом тоже, я думаю, у вас были такие периоды. Я помню, мне даже подписчики писали в комментариях, что первый раз в 25 году была возможность нормально отдохнуть, не думая вообще о работе и не занимаясь какими-то рабочими вопросами. И вот 26 год, он, в принципе, тоже будет вам давать такие возможности отдыхать, не думая о работе, но это будет рывкообразно. Хорошо отдыхаем, потом врываемся в работу, много работаем, потом опять отдыхаем, опять поотдыхали, опять работаем. И пока что эта тенденция у вас повторяется. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на 2026 год для рыб. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев и обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.